Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить очень вкусную, быструю, ароматную пиццу. В нашей семье очень любят такую пиццу. Я часто готовлю, а сегодня я решила поделиться с вами своим способом приготовления. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень приятно читать ваши душевные, приятные, добрые слова. Начнем приготовление с теста. А начинку я покажу вам позже. Для теста нам понадобятся такие ингредиенты: теплая вода, соль, сахар, дрожжи, оливковое масло и мука. Начнем с того, что мы заранее просеянную муку высыпаем, половину нормы высыпаем в миску. Вот так, я думаю, достаточно. И, конечно же, все ингредиенты в граммах я напишу в описании под видео обязательно. Высыпаем сюда сухие дрожжи, сахар, соль и будем перемешивать. Вот так. Дрожжи у меня проверены, поэтому я сразу добавляю с мукой. А так, конечно же, можно приготовить опару и сделать опарным способом. Теперь делаем такое углубление. Ничего страшного. И потихоньку добавляем теплую воду. Вода обязательно должна быть не горячая, не холодная, а именно теплая, градусов 38-40. Вот так вот. Перемешиваем. И нам нужно приготовить мягкое, эластичное тесто. Сначала мы перемешиваем вот так вот лопаткой. А дальше уже можно перемешивать, месить тесто руками. И потихоньку добавляем муку. Угу. Уже можно месить руками. Вот так. Видите, тесто такое мягкое. Счищаем боковые части, с боков остаток муки и воды. Вот так вот. И когда уже не будет муки в миске, мы тогда уже будем добавлять оливковое масло. Вот так. Вот так вот у нас, смотрите, получилось. Сейчас мы поэтапно добавляем сюда где-то 2 столовые ложки оливкового масла. Все сразу не надо добавлять. Вымесили сначала часть масла. И добавляем следующую часть масла. Вот так, видите, у нас получается. Мы уже муки сюда добавлять не будем. Нам надо будет добавлять только оливковое масло, чтобы тесто было нежное, воздушное. Муки больше не надо. Сначала немного липнет к рукам, ничего страшного, так бывает. Для этого мы будем месить где-то в течение 7-10 минут. Вот так вот. Собираем обязательно с боков остатки теста и вымешиваем.
Вот такое тесто у нас получилось. Посмотрите. Она немного липнет к рукам, но не так сильно липнет. Мы во время того, как вымешивали тесто, обязательно вот так вот вычищали стенки посуды. Теперь нам надо немного смазать руки маслом. Вот так. И оставляем где-то на полчаса. Ненадолго, пока мы приготовим все остальные ингредиенты для пиццы. Соус, сыр. Вот так вот. В теплое место. Вот так вот. Друзья, мы заранее включили уже духовку. А сейчас мы займемся соусом. Для соуса нам понадобится томатная паста. Ну, где-то 2 столовые ложки. Вот так мы используем. Вот такую. А сейчас нам понадобится еще сметана. Я вместо майонеза предпочитаю использовать сметану. 2 чайные ложки сметаны, сахар, соль, сухой чеснок, измельченный кориандр и орегано. Мы вот так хорошенько мешаем. Добавим сюда еще немного оливкового масла. И оставим, чтобы пропитались все ингредиенты. Вот так. Вот такой густой соус у нас получился. Мы добавим немного воды. Просто обычной очищенной воды добавили. Видите, уже он стал таким, как надо. Это оставляем в сторонке. А сейчас займемся сыром. Натрем на терке. Сыр у нас моцарелла. Также можно использовать любой сыр, который вы любите, ну, который хорошо плавится при выпекании. Вот так натираем. А теперь приготовим начинку. У нас будет 2 вида колбасы. Одна пицца будет такая вот колбаса вареная, копченая. Нарезаем тонкими кружочками такими. Вот так. И будем готовить с докторской колбасы. Дети очень любят именно с докторской колбасы. Это вот так приготовили. А сейчас порежем колбасу. Так. Я думаю, что мы порежем кубиками такими. Это самая любимая пицца для детей. Вот так. Порежем помидоры. Вот на такие полукольца. Не сильно тонко. Вот так вот.
Снимаем эту плодоножку обязательно. И порежем болгарский перец. На такие вот полоски нам надо будет порезать. Этот перец такой ароматный. Вот так вот. Можно еще лук использовать, но в нашей семье не любят лук в пицце. Поэтому, если вы любите, можно еще сюда лук порезать. Вот так вот. Посмотрите, как у нас тесто поднялось. Видите как? Это при комнатной температуре. И мы смазывали маслом. У нас вот легко отделяется пищевая пленка. Сейчас посыпаем немного поверхность мукой. Вот так. Вот так вот. И отправляем сюда наше тесто. Смотрите. Много пузырьков, такое воздушное тесто. Видите, мы хорошо вымесили, и у нас даже к миске не пристает. Это означает, что мы правильно приготовили наше тесто. Вот так вот. Помогаем скребком. Мы приготовим 3 пиццы. Они будут среднего размера. А если вы хотите большие пиццы, то можно 2 штуки сделать. Вот так вот. Собираем. И делим на 3 части. Вот так, раз. Немного муки. Собираем в такой вот шар. Вот так вот. Вот это сюда добавим. Так. И оставляем. Немного опять сюда муки. Такое приятное тесто. Мягкое. Смотрите, аж воздушное. Вот так. Раскатываем первый колобок. А вот остальные колобки обязательно накрываем, чтобы тесто не заветривалось. Вот так хорошенько, тоненько раскатываем. Можно еще немного вот так вот руками потянуть. Так. Смотрите, сколько пузырьков.
Видите, вот так вот мы раскатали. Сейчас мы это отправим на пергаментную бумагу. Вот так. Немного выровняем края, растянем. Вот так. Первое, что нам надо добавить сюда, это соус наш. Хорошенько смазываем тесто соусом. Можно края мазать, можно не мазать, как вы любите. Вот так вот. Далее нам понадобится сыр. Вот так вот. Мы и первым слоем будем класть сыр, и потом еще поверх посыпем немного сыром. Вот так. А сейчас распределим докторскую колбасу. Щедро насыпаем. Вот так. Поверх докторской колбасы мы добавим помидоры и перец. Вот так. А между помидорами болгарский перец. Смотрите, как уже красиво получается, правда? Вот так. У нас есть маленькая помидорка. Вот сюда посерединке. И сверху на нашу начинку опять посыпем щедро сыром. Чем больше сыра, тем вкуснее получается. Вот так у нас получилось. И отправляем в заранее разогретую духовку. Видите, у нас на 250 градусов. Режим вверх-вниз на средний уровень. Вот так. Где-то на 7-10 минут. Пока выпекается наша первая пицца, мы также само раскатаем и подготовим вторую пиццу. Они так быстро выпекаются, что пока мы это сейчас подготовим, уже первая пицца будет готова. Вот и готова наша вторая пицца, чтобы отправить в духовку. Мы сделали ее с другой колбасой уже, варено-копченой. И уже первая практически готова, уже будем доставать из духовки. Посмотрите, как красиво получается. Вот и готова наша пицца. Ароматная такая. И посмотрите, какая красивая. Сейчас мы переложим на такую доску. Пока что вместе с пергаментной бумагой, пока она горячая. А далее мы уже снимем пергаментную бумагу. Пока я готовлю третью пиццу, хотела вам сказать, что это универсальное дрожжевое тесто. С этим тестом можно готовить любые пироги, пирожки, пончики. И оно очень удобное. Можно даже с вечера готовить и утром уже печь все, что вам угодно. Даже хлеб я пеку с таким тестом. Видите? Оно очень послушное. Вот так вот.
А третью пиццу мы решили сделать овощную. Будет только сыр, помидоры, перец и сверху опять сыр. Вот такая домашняя ароматная пицца у нас получилась. Сейчас я порежу. Хрустящая корочка получилась у нас. Я сейчас попробую, а дети придут с тренировок, тоже покушают. Видите, очень много начинки, тесто пропеклось. Смотрите, какое воздушное, мягкое тесто. Смотрите. Вот так вот. Из такого количества теста у нас получилось 3 пиццы. Вот такого среднего размера. Сейчас мы попробуем. Очень вкусная пицца. Тесто такое нежное. Начинка тоже сочная очень. Очень вкусная пицца получилась. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди нас ждет много интересных, домашних, проверенных рецептов.